Добрый день, меня зовут Ирина Хлебникова. Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовим традиционное блюдо итальянской кухни – лазанью. Я думаю, что это блюдо не нуждается в представлении, поскольку практически уверен, что оно хорошо всем знакомо. Упрощенно лазанью обычно называют слоеной запеканкой. Слои могут быть разными. Как правило, это тесто, мясной соус, соус бешамель и сыр. Вот именно в таком варианте я вам и предлагаю ее приготовить. Спонсор видео – официальный интернет-магазин стильной и качественной посуды Талер. Весь ассортимент продукции этой марки вы найдете в интернет-магазине посудataler.ru. Доставляют во все регионы России. Сейчас в магазине действует специальная скидка 15% по промокоду. Ссылку на магазин и промокод вы найдете в описании под видео. Заходите, выбирайте, готовьте и живите со вкусом. Для рецепта нам понадобятся листы для лазаньи. Количество зависит от размера формы. От размера самих листов мне понадобилось 12 штук. Для мясного соуса нам понадобится 300 грамм говяжьего фарша, 1 средняя луковица, 400 грамм мелко порезанных помидоров. У меня готовые консервированные, но можно взять свежие. С помидоров нужно снять кожуру и затем их мелко порезать. И стакан 200 мл красного сухого вина. Вино в этом рецепте выполняет роль специи, поэтому если не хотите добавлять вино, ничем заменять не нужно, просто пропустите. Для соуса бешамель нам понадобится пол-литра сливок. Сливки можно взять любой жирности, как вариант можно взять молоко. И по 50 грамм сливочного масла и муки. Также нам понадобится 150 грамм тертого сыра. Идеально взять пармезан, но если нет пармезана, можно взять и другой сыр. Помимо этого за кадром осталось оливковое масло, соль, перец, лавровый лист и специи по вашему желанию. Лук мелко нарубаем. На сковородке разогреваем немного оливкового масла. Выкладываем нарубленный лук и обжариваем пару минут до прозрачности. Зажаривать лук не нужно. Очень часто в мясной соус для лазаньи кладут еще и морковь. При желании вы можете ее мелко нарезать и обжарить вместе с луком. Выкладываем мясной фарш и вот таким образом растираем его лопаточкой, как бы дробим фарш для того, чтобы он обжаривался не единым куском. Обжариваем его сначала до изменения цвета, а затем дожидаемся, когда мясной сок полностью испарится, то есть фарш должен стать практически сухим. Обычно на это требуется 5-7 минут. И при этом также следим, чтобы фарш не зажаривался. Зажаривать не нужно. Как видите, мясной сок практически полностью испарился. Вливаем в сковородку красное вино. Вино должно только-только прикрыть мясо, поэтому в рецепте указываю 200 мл, но вам может понадобиться немного меньше. Если вы не хотите добавлять вино, вы можете его смело пропустить. Вино в этом рецепте, как я уже сказала, выполняет роль специи. И как вариант, вместо красного сухого вина можно взять, например, белое сухое вино. И тушим мясо в вине на сильном огне до тех пор, пока вино полностью испарится. И фарш опять станет сухим. И опять следим, чтобы фарш не зажаривался. Добавляем помидоры. В рецепте я указываю 400 грамм помидоров, но вам может понадобиться чуть больше, либо чуть меньше. Помидоры должны полностью прикрыть мясо. Посолим, поперчим. Я еще добавлю немного сахара, поскольку у меня помидоры были недостаточно сладкими, на мой вкус. Накроем крышкой и будем тушить под крышкой на медленном огне примерно 40-50 минут. Считается, что при таком длительном тушении мясной соус получится особенно вкусным. А пока мясо тушится, мы успеем подготовить все остальное. Для соуса бешамель в сливки добавляем пол чайной ложки соли, перец, пару лавровых листиков и нагреваем до очень горячего, практически до кипения, но не кипятим. Накрываем крышкой, снимаем с огня и даем минут 15 настояться. Растапливаем сливочное масло, всыпаем муку и, постоянно помешивая, обжариваем 2-3 минуты.
Мука должна полностью впитать сливочное масло. И затем постепенно будем добавлять горячие сливки. Сливки добавляем небольшими порциями, каждую последующую порцию после того, как мука впитала ранее добавленную порцию сливок. И постоянно размешиваем, растираем для того, чтобы соус получился однородным, гладким, без комков. После того, как все сливки будут добавлены, доводим соус до кипения, поварим буквально 1-2 минуты, и наш соус готов. Тем временем мясо у нас успело протушиться. Посмотрите, какой густой мясной соус. Если вдруг соус у вас получился жидковат, снимите крышку и выпарите лишнюю жидкость. Листы лазаньи я буду отваривать уже непосредственно перед сборкой. Отвариваем в большом количестве воды. Воду посолим, добавим немного оливкового масла. Отваривать листы я буду небольшими партиями, буквально по 3-4 листа, для того, чтобы с ними легче было управиться, для того, чтобы они не переварились и не склеились. Варить листы лазаньи я буду буквально 3-4 минуты. То есть я их слегка подварю, варить до полной готовности не буду. Подвариваю в первую очередь для того, чтобы легче было собрать лазанью. В таком варианте она получается мягче, вкуснее, и в ней гарантированно не будет непроваренной пасты, которая может испортить весь вкус, все впечатление. Но как вариант листы пасты для лазаньи можно не подваривать. В общем, здесь все на ваше усмотрение. Я подвариваю пасту по мере сборки лазаньи. То есть отварила 3-4 листа лазаньи, бросаю следующие, пока собирается лазанья, подвариваются следующие листы и так далее. Собирать лазанью я буду в форме для запекания. Внутренние размеры формы 20 на 20 см. Форму смазываем сливочным маслом. Выкладываем листы лазаньи. Листы лазаньи выкладывайте в стык. Выкладывать нахлест не нужно, поскольку любой нахлест может привести к тому, что лазанья не доварится, и в этом месте она будет плотной, то есть будет такой неприятный плотный кусочек. И далее собираем лазанью слоями. Выкладываем немного мясного соуса, соуса бешамель и посыпаем тертым пармезаном. Закрываем листами лазаньи. Сверху опять мясной соус, соус бешамель, тертый сыр, лазанья и так далее. До тех пор, пока у нас не закончится мясной соус и соус бешамель. Немного бешамели нужно оставить для того, чтобы смазать лазанью сверху. Выкладываем последний слой лазаньи и по мере возможности аккуратно заправляем края лазаньи вовнутрь формы, подгибая его под остальные слои. Сверху лазанью смазываем оставленным соусом бешамель. Нам понадобится буквально 1-2 столовые ложки. Посыпаем тертым сыром и ставим предварительно разогретую до 200 градусов Цельсия духовку. Ставим примерно на 30 минут до образования сверху красивой румяной корочки. Перед тем, как ее разрезать, дадим постоять минут 15-20, а затем разрезаем и раскладываем по тарелкам. Итак, наше блюдо готово. Мне остается пожелать вам приятного аппетита. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что оно вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.